Тема «Загрузка сознания». Философские вопросы. Идея ментального переноса поднимает множество философских вопросов, таких как «Что такое личность?», «Существует ли душа?» и так далее. Данная тема привлекает многих теоретиков, философов и не только. В общем, начнем с терминологии. Если кратко, загрузка сознания – это перенос личности человека в компьютер или другое устройство. Если подробно и детально, можно сказать, что это гипотетическая технология сканирования и картирования головного мозга, позволяющая перенести сознание человека на вычислительное устройство. Или загрузка сознания – это спекулятивный процесс полной эмуляции мозга, при котором сканирование мозга используется для полной имитации психического состояния человека на цифровом компьютере. Затем компьютер запустил бы симуляцию обработки информации мозгом таким образом, чтобы он реагировал по существу так же, как и исходный мозг, и ощущал бы наличие живого сознательного разума. Или можно сказать, что загрузка сознания – это описание гипотетического процесса переноса ментального содержимого на внешний носитель. Люди, которые считают интеллект механическим, и те, кто выступает за социальную интеграцию роботов и людей, в частности, заявляют о потенциале передачи сознания. Значительные исследования проводятся в области нейробиологии и информатики. По словам сторонников загрузки сознания, многие инструменты и идеи, необходимые для достижения загрузки сознания, уже существуют или находятся в стадии активной разработки. Однако они признают, что другие пока являются весьма умозрительными, но говорят, что они все еще находятся в сфере инженерных возможностей. Загрузка сознания потенциально может быть осуществлена одним из двух методов – копированием и загрузкой, или копированием и удалением путем постепенной замены нейронов, что можно рассматривать как постепенную деструктивную загрузку, пока оригинальный органический мозг больше не перестанет существовать и компьютерная программа, имитирующая мозг, не возьмет под контроль тело. В случае первого метода загрузка информации в мозг будет осуществляться путем сканирования и картирования характерных особенностей биологического мозга, а затем путем сохранения и копирования этой информации в компьютерную систему или другое вычислительное устройство. В некоторых вариантах загрузки биологический мозг может не выдержать процесса копирования или быть уничтожен. Среди некоторых футурологов и участников трансгуманистического движения загрузка сознания рассматривается как важная предлагаемая технология продления жизни или бессмертия, известная как цифровое бессмертие. Некоторые считают, что загрузка сознания – это лучший на сегодняшний день способ сохранения самобытности человечества. Еще одна цель загрузки сознания – обеспечить постоянную резервную копию нашего ментального файла, обеспечить возможность межзвездных космических путешествий и помочь человеческой культуре пережить глобальную катастрофу, создав функциональную копию человеческого общества в компьютерном устройстве. Загрузка сознания является центральной концептуальной особенностью многих научно-фантастических романов, фильмов и игр. Основная философская проблема, с которой сталкивается загрузка сознания или копирование сознания, это сложная проблема сознания. Трудность объяснения того, как физическое существо, такое как человек, может обладать квалия. Квалия – это сенсорные чувствительные явления любого рода, феноменальным сознанием или субъективным опытом. Многие философские ответы на эту сложную проблему предполагают, что загрузка сознания принципиально или практически невозможна, в то время как другие ответы совместимы, по крайней мере, с некоторыми формулировками загрузки сознания. Многие сторонники загрузки сознания отстаивают возможность загрузки сознания, прибегая к физикализму. Все, что существует, является физическим или производно
от физического, который включает в себя философскую веру в то, что сознание – это эмерджентная, то есть неожиданно появляющаяся функция, возникающая из высокоуровневых паттернов организации больших нейронных сетей, которые могут быть реализованы в других устройствах обработки данных. Загрузка данных основана на идее о том, что человеческое сознание, я и долговременная память сводятся к текущим путям нейронной сети и весу синапсов в мозге. Напротив, многие дуалистические и идеалистические теории стремятся избежать сложной проблемы сознания, объясняя ее в терминах нематериальных и предположительно недоступных субстанций, таких как душа, что создало бы фундаментальную или, по крайней мере, практическую проблему для возможности создания искусственного сознания в целом. Предполагая, что физикализм верен, сознание можно определить как информационное состояние мозга. В этом случае данные, определяющие информационное состояние нейронной сети, могут быть скопированы из мозга в виде компьютерного файла и преобразованы. Вопрос первый. Что касаемо идентичности. В 1689 году Джон Лок предложил следующий критерий идентичности. Если вы помните, что думали о чем-то в прошлом, то вы идентичны тому человеку, который об этом думал. Впоследствии философы предложили множество вариантов решения проблемы идентичности. Вопрос второй. При ментальной передаче в момент создания копии обе стороны, источник копии и получатель копии, их можно назвать двумя сущностями, экземплярами, практически идентичными друг другу. Однако со временем различия между ними, как отдельными личностями, увеличиваются. Вопрос третий. При использовании деструктивной загрузки возникает сложный вопрос, следует ли рассматривать это как дублирование психики или как миграцию. Это вопрос, не имеющий единственного правильного ответа, который зависит от концепции философской проблемы сознания тела каждого человека. Значительная часть трансгуманистов и сингуляристов возлагает большие надежды на то, что они могут стать бессмертными, создав одну или несколько небиологически функциональных копий своего мозга, тем самым покинув свою биологическую оболочку. Вопрос 1. С переносом души связаны различные этические проблемы. Когда технология переноса души будет реализована, она может вступить в противоречие с такими понятиями, как права собственности, что значит быть человеком, загробная жизнь и точка зрения авраамических религий, согласно которой Бог создал людей. В этом смысле этические проблемы ментального переноса являются продолжением этических проблем технологий физического продления и улучшения жизни. Это относится к категории биоэтики. Научная фантастика также должна сыграть свою роль в решении этих вопросов. Вопрос 2. Обладает ли загруженная психика теми же мыслями, интуицией, что и оригинал, или же это просто копия памяти и личности? Например, предположим, вы создаете 3 раболюдей с точно такими же воспоминаниями, как у вас. Если вы ущипнете или причините им боль, вы сами не почувствуете никакой боли. Независимо от того, какое удовольствие раболюди испытывают или видят в мире, вы сами его не почувствуете и не увидите. Если это так, то и эти раболюди будут обладать теми же воспоминаниями и личностными качествами, что и вы, но они будут отличаться от вас. В этом и заключается вопрос.